Всем привет! Проведу небольшой обзорчик вот на такую машину контактной сварки. Заказчик у нас Артур. Поедет этот заказ в город Екатеринбург. Аппарат заказывался для сварки, для производства дымоходов из нержавейки. Вот такой вот у нас выглядит аппарат. Аппараты у нас, так скажем, однотипные. Они универсальные, снимаются со станина и снимаются полозья. Педаль поднимается, и можно будет транспортировать даже в багажнике легкового автомобиля. То есть очень удобные для транспортировки, очень мобильные. Вес у него примерно около 35 килограмм. Вылет в данном модели представлен это 550 миллиметров. Высота нижнего электрода 55 миллиметров. Это для того, чтобы можно было засунуть трубу и обварить ее. Вот. То есть минимальная длина, высота нижнего электрода. Поэтому вот. Аппарат у нас с педалью. Педаль отвечает за смыкание клещей и за сварку. То есть, дожимая педаль, происходит еще и сварка. То есть руки тем самым у нас получаются свободными, и можно держать детали, спокойно нажимать педаль и работать на этой сварке. Так, что у нас нового появилось это в этой модели? Это у нас изменился корпус. То есть ранее у нас был корпус это металлический, и в белый цвет покрашен был порошковой краской. В данной модели у нас представлена теперь из медицинской нержавейки. Матовая такая, не магнитящая. Вот. Поэтому у этой модели звук даже будет менее тихий, даже менее громкий, да, то есть гудение трансформатора будет слышно меньше, чем в тех моделях из металлического корпуса, из магнитного. То есть вибрации уже такой не будет стенок. Работать будет тише. Это как бы плюс. Вот, и внешний вид у него уже такой приобретается приятный, металлический. Вот так как сделан из нержавейки. Нарезан корпус на лазерной резке и загнут. Вот. Я делал заказ на эти корпуса знакомому Денису. То есть Денис у меня закупал тоже аппарат, заказывал. И вот мы с ним разговорились, и он мне сказал, что у него есть аппарат по лазерной резке, и предложил мне нарезать корпуса из нержавейки. Вот, кто интересуется, вот, можете себе заказать корпуса из нержавейки, вот, либо то есть позвонить ему, посмотреть, заказать для себя какие-то там вещи, которые они делают. То есть это коптильни и дымоходы. Вот, можете позвонить. Номер телефона также я его прикреплю здесь. Посмотреть, созвониться и, может быть, что-то для себя заказать у него. Вот, найдете для себя какой-то, может быть, плюс в этом. Так, в принципе, все. На этом буду дальше про аппарат рассказывать. Аппарат у нас то есть стандартный, 4200 ампер выход, 16 киловатт, и потребляет 65 ампер. Вот, питается 220 вольт, не трехфазный, а всего лишь навсего однофазный. Так, что в нем? На выходе у него 4200 ампер, 5 вольт. Вот. Имеется у него термометр. Можно наглядно смотреть за перегревом как трансформатора, так и контроллера. Есть на передней панели это переключатель автоматический режим и ручной. В автоматическом это варит контроллер, в ручном это сколько вы держите кнопку,
на максимальной мощности он будет работать, то есть сколько держите кнопку, столько он будет варить. 5-10 там секунд, сколько нужно, столько и будет. Так, по контроллеру. Контроллер встроен и позволяет регулировать по времени и по току. Вот. Также имеется небольшой мониторчик, на котором можно будет смотреть за этими показаниями. То есть регулируется ток от 20 до 100 ампер, процентов, извините, и по времени регулируется от 1 до 100 единиц. То есть 1 единица это 20 миллисекунд. Вот 50 миллисекунд это 1 секунда. Вот, в принципе, так считать. Если 25 единиц или периодов, то 25 периодов это полсекунды. Вот, также индикаторные лампы имеются, сварка и педаль. Так, кнопка имеется у нас под большой палец. Также, как у нас аппарат может сниматься со станины, может использоваться для сварки с рук. Вот, может быть, кому-то такая функция тоже пригодится иногда. Вот, поэтому аппарат можно использовать как ручные клещи. Вот, нажимаю я рукой и пальцем нажимаю на кнопку, и происходит сварка. Снимается он, отвинтив 2 винта слева и справа, сняв тягу с верхнего вылета, и аппарат снимается со станины. Все очень легко и просто. Так, что у нас на задней панели? На задней панели у нас располагается автомат включения 220 вольт, да, и 2 кулера для охлаждения. Также еще один кулер у нас встроен над контроллером. То есть на контроллере стоит семистр силовой, который управляет сварочным аппаратом. На этом семистре установлен радиатор алюминиевый на термопасте. Вот, и на этот алюминиевый радиатор обдувает еще своим кулером, вот отдельно, третьим. Вот, также на этом радиаторе стоит термодатчик, который показывает температуру. Вот, и защита от перегрева, как на трансформаторе стоит, так и на контроллере. Так, защита от перегрева настроена на 70 градусов. Нужно иметь в виду, как только подходит к 70 градусам температура, лучше остановиться и не варить дальше. Так, разъем на задней педали, это педаль, к педали идет, подсоединен к педали, к кнопке, и провод 220 подключения, сетевой провод. Так, кнопка, вилка в розетку в комплекте тоже у нас идет, но она нужна только если вдруг понадобится, да, подключение к розетке, к обычной. Вот. А обычно лучше подключать к автоматам. Вот здесь у нас кремная колодка стоит для подключения этой вилки. Вот. А лучше подключать 6-квадратным проводом. Вот, подвести к этому аппарату 6 квадратов провод 3 на 6 и подключить. Автоматы в комплекте также идут, коробка с автоматами. Вот такая у нас коробочка. В комплекте идут у нас автоматы, и внутри идет клемма для заземления. Если у вас нет заземления, то делайте. Это для вашей безопасности. Так, в комплекте также идет перчатки, очки для глаз. Небольшой такой сюрприз будете, когда собирать аппарат, пробовать и угощаться. Так, в комплекте у нас есть крепеж к полу. Это анкера для бетона и шурупы для деревянного пола. Так, и вот такая вот кнопочка, педаль, тоже может быть будет кому-то полезна. Она подсоединяется в штатное гнездо педаль на задней панели. Вот, если кто-то будет, например, использовать аппарат с рук для сварки с рук, как клещи, может быть, пригодится когда-то. Вот, иногда просят, сейчас сделаю всем в комплект. Может быть, когда-то пригодится. Так, и в комплекте еще есть вот такая вот наждачка для зачистки электродов, абразивная, и наша визитка. Так, пробовать будем вот на таких пластинах кнауфских, по миллиметру они.
толщиной оцинкованные. Будем их сваривать и делать серию точек. Так, по тому, что у нас крепление к полу, имеется две регулируемые опоры спереди и две откатные опоры, это сзади. То есть можно будет вот так приподнять за вылет нижний и куда-то, например, откатить по цеху. Вот, но если такое исполнение не нравится, можно будет снять все это дело и там в эти отверстия прикрепить к полу намертво, да, чтобы не болтался аппарат. Вот, но в принципе такой вариант тоже рабочий. Уже посмотрите, как кому нравится. Так, сейчас мы его включим. Слышно, загудели кулеры, заработали, и температура показывает 26,7 градусов. Это комнатная температура, вот, так как аппарат еще не работал. И точно так же включились у нас индикаторные лампы. Педаль, лампочка, она тухнет, когда нажимаем на педаль, либо кнопка сварки. Лампочка тухнет в это время. И кнопка сварка, индикатор лампа сварка, она загорается в тот момент, когда срабатывает сварка. Вот, то есть будет она секунду варить, секунду она будет светиться. Будет 2 секунды варить, будет 2 секунды светиться эта лампа. Так, регулируются они очень плавно, регулировка идет. Вот от одного периода до 99. И мощность от 20% до 99%. Так, переводим на автоматический режим. Это по сварке выставленным параметрам контроллера. В данном момент сейчас здесь у нас выставлено почти 100%, да, мощности, 2 секунды выдержка. То есть мы нажимаем на кнопочку и видим то, что сейчас лампочка загорится и будет гореть. А мы палец отпустим, но сварка будет отрабатывать эти 2 секунды. Вот мы видим, лампочка горела ровно 2 секунды. То есть мы отпустили палец, а сварка все еще работала. То есть 2 секунды она будет варить. Если убавить время, да, вот 6 периодов поставить, на кнопку нажимаем, то есть и видим, что она очень быстро срабатывает. Так, эти пластины мы сейчас будем варить, поставим камеру на штатив и сваривать будем, ну, давайте периодов, наверное, поставим 10 периодов и мощность, наверное, да, поставим на 80%. Давайте 75% оставим. Вот, и попробуем поприваривать эту наши пластины Knauf, перфорированные, по 1 миллиметру оцинкованные. Так, сейчас мы поставим камеру на штатив. Так, сейчас мы будем сваривать эти 2 пластины кнауфские, они по 1 миллиметру оцинкованные. Я на них всегда пробую, как они работают, аппарат, проверяю его, тестирую. Вот, сейчас мы сделаем серию точек, может быть, серию там 30 или 40 точек сделаем. И посмотрим, сколько температура на термометре, да, поработаем примерно минут 5. Вот, и как он примерно, какие точки он ставит. Вот. Так. Стараться будем варить помимо этих перфораций, так как расплавленный металл из этих с краев отверстий будет выплескиваться и будет происходить много искр, поэтому не обращайте внимания. Вот, плоского металла цельного у меня нет, я вот пробую на таком металле. Так,
показания у нас выставлены на нашем контроллере. И начинаем, так скажем, сварку. Нажимаем на педаль и дожимаем до пола, происходит сварка. Таким вот образом у нас выглядит одна точка. Вот, и продолжаем варить. Не торопясь, можно будет ставить точки. Еще раз повторюсь, это у нас 10 периодов и 75% мощности. Искр вылетает не очень много. Кратеры получаются, в принципе, не очень большие. Можно добиться минимального кратера, то есть углубления провара в этой точке, играя именно вот контроллером. Вот, естественно, все это дело подбирается опытным путем. Смотрите, смотря какой у вас металл, какой толщины металл, да, оцинковка, либо нержавейка. И уже потом смотрите по этому, берете какой-то небольшой кусочек металла, на котором, выплеснулся металл, на котором пробуете и как он будет варить. То есть вы выставляете, уже будете знать, какой выставлять мощность и время. У нержавейки, естественно, у него будет получше вариться, чем оцинковка. Оцинковка, ей нужно прожечь цинк, и получается черный такой нагар на электродах от цинка. Вот, и приходится иногда его зачищать, потому что от этого нагара потом плохой контакт получается у электродов. Вот, и вот так вот он, получается, вот, стреляет из-за этого, из-за плохого контакта. Вот. А у нержавейки, естественно, такого уже не будет. Близко к отверстию сделал точку, и оттуда металл выплеснулся просто. Вот. Так, продолжаем сваривать, делать точки. Уже поставил 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 точек уже я сделал. Вот сейчас мы доварим полностью эту пластину. Будем работать примерно где-то минут 5, не торопясь. Это близко делается точка к перфорации, поэтому оттуда еще тоже вылетает расплавленная ванна и стреляет. В цельном металле, еще раз повторяюсь, такого как бы не должно происходить, потому что там цельной листовой металл и без цинка. Так, продолжаем варить. Немного ускорю процесс, побыстрее начну. Ох, опять. Побыстрее начну варить. Так. Так, ну здесь серия точек уже, наверное, сделал
больше 40 примерно точек, я считать их не буду. Ну, примерно 50, примерно где-то так. Вот таким вот образом у нас выглядят точки. Щелчки было видно, вот они черные стали, обгорелые точки привара. А так, в принципе, нормально. Вот, можно также еще будет подубавлять, так как, естественно, что такие точки это либо время подубавлять, либо мощность. Вот. Разорвать их, естественно, уже бесполезно, такой металл, столько точек. Вот. Разрывать их мы их не будем, но их просто без толку разрывать. Это уже не первый раз пробовали такие пластины разрывать, их не разорвешь. Так, что у нас там по нагреву? Так, видим, температура поднялась у трансформатора 33 градуса. Вот такая температура, 33 градуса. И у контроллера 28,8. Температура, в принципе, нормальная. До температура отключения 70 градусов. То есть, если вы вдруг видите, температура поднимается выше 50, лучше прекратить и не сваривать. Нужно дать аппарату немного остыть. А вообще у аппарата такой режим работы, у контактной сварочного аппарата, это 10 минут. В эти 10 минут входит, можно так сказать, 5 минут работы, 5 минут отдыха. 5 минут работы, 5 минут отдыха. Либо 3 минуты работы, 7 минут отдыха. Нужно уже смотреть по толщине металла. Чем толще металл, тем быстрее будет аппарат перегреваться. Вот, в принципе, вот такой вот у него режим работы. В нормальном режиме аппарат проработает долго, если вы будете следить за ним, ухаживать, не перегревать. Вот, в принципе, на этом я, наверное, буду заканчивать. Долго обзор затягивать не буду. Подробные обзоры также у меня на канале, можете полистать, посмотреть. Аппараты делаем как для дымоходов, так и для проволок, для производства каркасов венков. В основном тоже заказывают, из проволоки делают. Вот. И для других тоже работ. Вот. Вылет клещей у контактно-сварочных аппаратов тоже разный. И 550, и 650, и короче заказывают, смотря для кому, для каких видов работ. Вот. Поэтому звоните, консультируйтесь, консультация бесплатна. Номер телефона я оставлю здесь, также внизу прикреплю свой. Можете звонить, уточнять. Кому интересно было, можно будет заказать такой аппарат, кто ищет себе такой подобный аппарат. Да, окупаемость данного аппарата, ну, буквально месяц. У кого-то там 2 недели, у кого-то 4 недели. Такой аппарат стоит примерно 45 тысяч вот, на данный момент. И окупается он очень просто быстро. Вот. Хочу сказать, заметить, то, что окупается прям моментально. Мощность аппарата приличная, сваривает просто обалденно. Ну и вот кому понравился, можете заказывать. Обязательно пишите в комментариях, что вы думаете об этом аппарате. Да, и пишите в комментариях, какой лучше, с белым корпусом, в белом корпусе, да, вот такой аппарат в белом корпусе. Либо вот сбоку я прикреплю фото в белом корпусе, какой лучше. Вот, пишите в комментариях, какой аппарат, в каком корпусе, в белом, либо вот в нержавейке лучше всего. Так, не забываем ставить лайки. Кому не понравилось, ставим дизлайк. Это без проблем, все обсуждается. Можете написать в комментариях, почему вам не понравился данный аппарат. Кому понравилось, тоже пишите. Вот, хотели бы себе такой. Можете задавать вопросы там любые по этому аппарату. Если кто-то стесняется, звоните или писать на WhatsApp по этому номеру, по моему.
Вот, можете писать внизу под видео в комментариях. Всем отвечаю без исключения. Также мы производим это дымонагнетатели для дымогенератора холодного копчения. Вот, 1400 они стоят на сегодняшний день, с регулировкой оборотов, и турбинка у него встроена на 7500 оборотов. Вот, то есть высокооборотистая, с регулировочкой, вот, на быстросъеме, питание 220 вольт. Вот, также можете зайти на мой канал, посмотреть, что мы производим. Также я записываю какие-то видеообзоры на какой-то инструмент, который я приобретаю. Вот, распаковки с AliExpress, которые заказываю по ссылочке, делаю. Вот, обзоры на какие-то интересные девайсы. Вот, видео записываю какие-то, что можно сделать своими руками. Вот, что-то можно починить своими руками. Вот, все это дело у меня видео также мы выкладываем на нашем канале. Подписывайтесь на наш канал на YouTube и на наши резервные каналы. Это Яндекс.Дзен и Рутюб, так как YouTube могут заблокировать у нас в России. Вот, есть также у нас группа постоянная, это ВКонтакте. Можете перейти вот по этому QR-коду, поставить видео на паузу. Вот, и перейти вот по этому QR-коду и подписаться на наш канал на ВКонтакте. Вот, там также у нас мы выкладываем все наши видео, фото, видео и фотоотчеты наших заказов в ленте новостей. Также рубрика, там у нас есть папочка с видео, папка с фото, папочка товары. Вот, что мы производили ранее. Это выжигатели эксклюзивные, вот, крафтовые, так скажем, которые не продаются в магазинах розничной сети. Делал на заказ. Сейчас я их пока не произвожу, но в данный момент работы хватает вот по заказам данных аппаратов. Так, на этом я буду, наверное, заканчивать. Подписываемся, ставим лайки. Все, до новых встреч. Всем пока-пока.